Всем привет, с вами Виктория Аню, и в этом видео мы рассмотрим с вами 15 пластин для стемпинга с магазина Апротега на AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Каждая пластина на подложке размером 6 на 12 сантиметров приходит с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Первая пластина GR81. Птичка в клетке, уличный фонарь, скамейка, беседка. Ну а в левой части пластины расположены ажурные планки, которые в свою очередь могут дополнить практически любой стемпинг-дизайн. Данную пластину я присмотрела по большей части для конкурсных работ, но вот посмотрите, какие дизайны у меня с ней получились на обычных типсах. Напомню, что варианты дизайнов я составляю исключительно из тех рисунков, которые представлены на одной пластине. Следующая пластина GR85. Изначально пластина меня заинтересовала интересными и очень красивыми вазами. Но также на пластине представлен телефон, граммофон, утюг, люстра и даже канделябр. Безусловно, все эти предметы интерьера, скорее всего, мало кто захочет отпечатать на свои ноготки. Пластина, конечно же, на любителя, ну а в моем случае буду ждать каких-нибудь интересных идей для конкурсных работ. Ну а вот так смотрятся несколько отпечатанных рисунков с пластины GR85. А вот рисунки со следующей пластины GR180, на мой взгляд, можно подобрать для каждого. Помимо бабочек, дельфинов, золотой рыбки, колибри, черепашки и ящерицы, тут представлены знаки зодиака, причем они очень оригинальные и очень красивые. Дева, рак, водолей, весы, лев, тут овен, то есть вот все знаки представлены, и они настолько оригинальные, что в принципе тут не нужно ничего раскрашивать, достаточно просто отпечатать рисунок и перенести на ноготок. Ну и вот такие варианты дизайнов у меня получились с пластиной GR180. Следующая пластина GR233. На мой взгляд, довольно интересная пластина. Конечно, рисунки, которые представлены на этой пластине, больше фоновые, то есть это те, которые мы отпечатываем на задний план, скажем так. Тут у нас все различные такие пейзажные композиции. Также в правой части пластины представлено несколько таких вот горных ландшафтов. Очень, на мой взгляд, интересная пластина. В качестве фоновых рисунков присмотритесь, на пластине довольно неплохие комбинации. Ну и вот так смотрятся несколько отпечатанных рисунков с пластины GR233. Заметьте, достаточно сделать какой-то такой сложный фон и просто отпечатать рисунок. В принципе, уже картинка довольно интересная. Следующая пластина GR289 посвящена теме Австралия. Тут у нас представлен Сиднейский оперный театр, очень много коал, есть даже страус и несколько кенгуру. В процессе тестирования я уже начала немного входить во вкус, и мне хотелось уже прям что-нибудь дораскрасить, но не тут-то было. Раскрашивать коал, как оказалось, не очень-то интересно. Тем не менее, вот такие дизайны у меня в итоге получились. Ну вот страус меня прям очень сильно порадовал. А вот со следующей пластиной GR346 я прям оторвалась по полной. Тут вот какой рисунок не возьми, все можно раскрасить. Причем вот это вот буйство красок в данном случае оно только приветствуется. На пластине представлена тематика поп-арта, поэтому все эти дизайны, они выглядят очень ярко, пестро, необычно. В общем, вот такие вот дизайны у меня получились с этой пластиной. Единственное, пожалуй, чего мне не хватило на этой пластине, так это каких-то, может быть, фоновых моментов. Но, как вы понимаете, эту пластину всегда можно дополнить теми пластинами, которые есть у вас в коллекции. Следующая пластина GR375 порадует любителей собак. Конечно же, отпечатать на ноготки какую-нибудь элегантную, милую кошечку, думаю, многие будут не прочь. Но, поверьте мне, есть и желающие на какого-нибудь такого милого щенка на своих ноготках. Ну и вот такие вот дизайны у меня получились с пластиной GR375.
А вот следующая пластина очень долго лежала у меня в корзине, и я думала, нужна ли она мне вообще или нет. Пластина GR416, нестандартная довольно пластина, на ней представлены всеразличные колючие проволоки. Причем на этой пластине представлено такое сердце в колючей проволоке, и есть даже такая стилистическая бабочка. Но в итоге я решила эту пластину приобрести в свою коллекцию. И вы знаете, когда я начала подготавливать с ней дизайны, я вообще не ожидала, что у меня хоть что-то да получится. Но, тем не менее, вот такие вот дизайны у меня получились с пластиной GR416. Насчет следующей пластины GR417 мне также пришлось довольно долго поразмышлять, а нужна ли мне вообще такая пластина в коллекцию. В принципе, мне интересна восточная философия, и на сегодняшний день пластин для стемпинга в восточной тематике у меня довольно немало. Тем не менее, в этой пластине меня заинтересовали все-таки вот эти вот силуэты девушек, и тут представлен зонтик и веер отдельно, и их можно, в принципе, представить к любому силуэту. Собственно, вот за счет этого, в принципе, эту пластину я и добавила в свою коллекцию. Ну и вот такие вот дизайны у меня получились с пластиной GR417. Кстати, иероглиф на пластине в переводе с японского означает цветение вишни. А вот взглянув на следующую пластину GR418, мне сразу захотелось ее в свою коллекцию. В левой части пластины представлены всеразличные рамки, в которые, в принципе, можно по центру что-то отпечатать. Также мне очень понравилась надпись по скриптум I love you. Причем это, знаете, такая стилистическая надпись, тончайшие линии. Вообще эта пластина, в принципе, с такой любовной тематикой. Единственное, что мне не совсем понятно, так это то, что в правом нижнем углу есть надпись «Я люблю пянш» или лянш, не знаю. Видно, производитель решил вот какой-то девушке по имени Пянш сделать вот что-то такое вот приятное. Ну и вот такие вот незамысловатые дизайны получились у меня с пластиной GR418. Следующая пластина GR419, ну вот прям совсем на любителя. И скажу честно, вот я совсем не любитель такой темы. Тем не менее, оказывается, что в моей коллекции с этой темы пластин очень мало. Вот прям совсем, можно сказать, нет. Вот именно поэтому здесь вроде бы как интересные довольно представлены ну, такие вот скелетные кисти рук в различных конфигурациях. Ну и я подумала, почему бы и нет. Пусть будет, мало ли кому-то понравится, кому-то пригодится. Ну и вот такое, можно сказать, творчество у меня получилось с пластиной GR419. Следующая пластина GR422 по тематике мне также совсем не близка. Тем не менее, есть люди, которым, скажем, эта тема раз в году, но необходима на какие-то корпоративы, такие тематические вечеринки. Ну и вот я решила свою коллекцию дополнить вот такой пластиной в теме Хэллоуин. По большому счету на этой пластине представлено все, что вам может понадобиться для создания дизайна в этой теме. Такое зловещее дерево, зловещий замок, летучие мыши, всякие привидения, скелетики танцующие, шляпа ведьмы, тыквы. Ну, в общем, что еще, скажем так, может понадобиться. И вот такие вот дизайны у меня получились с пластиной GR422. На следующей пластине GR423 представлена тема Канады. Я такие пластины вообще стараюсь не пропускать, ну, те пластины, которые посвящены той или иной стране, либо городу. Но вот, на мой взгляд, данная пластина не особо удачная. Да, тут неплохие два хоккеиста, в принципе, неплохой такой вот маяк,
Ну, а все остальное настолько мелкое, настолько нечитаемое, что, в принципе, ну, не знаю, может быть, конечно, и пригодится, когда-нибудь мне эта пластина, но вот очень сильно сомневаюсь. Тем не менее, вот такие вот дизайны получились у меня с пластиной GR423. А вот к следующей пластине GR425 я рекомендую присмотреться. Мало того, что пластина просто усыпана всеразличными надписями, которые в свою очередь могут дополнить практически любой дизайн. Так еще эти надписи представлены в различных шрифтах, что придает этим надписям ну такую вот изюминку, да, то есть оригинальность. Я бы даже сказала, что это такие своего рода стильные, лаконичные слоганы, которые можно подобрать в зависимости от вашего настроения. Ну, я постаралась просто по максимуму отпечатать все вот эти вот надписи на типсы. Как вы видите, все надписи отлично отпечатываются. Да и вообще ни с одной пластиной у меня не было никаких проблем при тестировании. Все пластины с очень хорошей гравировкой. Последняя пластина в обзоре GR438 меня заинтересовала вот эта вот правая часть этой пластины. Тут представлены всеразличные надписи, выполненные в определенном стиле. Надписи «Не входить», «Осторожно», «Держаться подальше», «Стоп», «Опасная зона». При этом эти надписи, в принципе, не требуют какой-то поддержки такой вот. Достаточно просто отпечатать на ноготок, и, в принципе, многое уже, думаю, окружающим будет понятно. Ну и вот так вот смотрятся отпечатанные рисунки с пластиной GR438. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Мне интересно было бы узнать, какая из представленных пластин вам больше всего понравилась. Ну а если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!